Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, что мы видим? Утром просыпаемся и видим такую огромную зеленую палку. Ну, в принципе, мы видим эту палку не по доминации альткоинов, и не по самому биткоину, и не по эфириуму. А видим такую зеленую палку просто-напросто на доминации биткоина. Опять у нас рынок мурыжит. Что у нас по криптобаблсу? Ну, все красное, понедельник красный, день у нас все в принципе красное, альткоины опять откорректировались, ничего интересного по альткоинам не происходит. Манипулятор максимально всех просто-напросто мурыжит. По капитализации рынка видим то, что мы опять находимся в диапазоне 3 триллиона 150 миллиардов долларов, был отток капитала с рынка и... мы видим по капитализации просто красные свечи пролива. И по страху индекс страхожадности нейтрально. Нету никакого особо сильного страха, просто в нейтральности находимся. Считаю, что сейчас на данный момент рынок находится у ключевой точки. Мы можем, конечно, с текущих уйти выше по биткоину и там увидеть альтсезон, а могут, конечно же, сделать целую трэш-шамбу на этом рынке. Сильнейший пролив, и тогда уже, наверное, точно будет сильнейший страх, потому как могут биток пролить. Он уже немного ослабевает по силе, и видно, что нету запаса хода. Нету. У нас по доминации битка ключевой момент будет где-то примерно в начале марта. Потому как по истории... в прошлом цикле уже в начале марта было конкретное падение доминации биткоина. Мы уже вот здесь буквально у ключевой точки. И увидим здесь конкретный результат. Или нас, конечно, всех обманули, или действительно цикл у нас продолжится, так как и прошлые циклы. И здесь мы увидим падение доминации биткоина. Осталось еще здесь буквально немного переждать. Но... минимум неделя, максимум 2. И тогда мы увидим конкретный результат. Также здесь видно, что формирует бычий флаг по доминации битка. И может быть такое, что будет конкретный обман на этом рынке. И доминация битка пробьет этот бычий флаг и уйдет в верхнюю часть. Вот сюда вот примерно. Но тогда альткоины конкретно все пострадают. Посмотрим, в принципе, будем наблюдать за этим всем делом. Осталось еще буквально недолго. Но я думаю, что ключевые 3 месяца могут, конечно же, эти быть на крипторынке. А в дальнейшем... два варианта событий. Или мы здесь увидим падение доминации битка, и у нас будет тот самый альтсезон мифический, который мы ждем. Или у нас доминация битка будет расти дальше, ну и можем даже увидеть коррекцию по биткоину. У нас на данный момент ситуация уже здесь подходит к своим к завершению бычьего цикла. Мы видим то, что уже метрика конкретно поменяла свой цвет, и мне напоминает это все дело, как было весной 2021 года. Могут здесь устроить конкретный пролив, и тогда альтсезон у нас будет не весной 2025 года, а может быть такое, что его перенесут аж просто на осень 2025 года. Вот мы можем увидеть то, что уже конкретно Stock to Flow у нас меняет цвет. Уже конкретно меняет цвет. И мы примерно находимся где-то, как это было весной 2021 года. И могут, конечно, здесь устроить сильнейший пролив по биткоину. Что касательно самого битка, мы видим то, что здесь просто огромные объемы. Вот эти вот объемы, это объемы не только покупки, но и продажи. И на данный момент у нас, просто-напросто вот здесь вот идет пустота. Огромная пустота. Также у нас есть гэп в диапазоне 78. И здесь могут устроить конкретную трэшамбу на крипторынке. Вот этот вот весь блок продаж. Может быть такое, что здесь обычная смена рук. А может быть такое, что здесь распределение по биткоину. И зачастую после распределения дают свечу вниз, пролив, и
полная паника на крипторынке может быть. У нас есть трендовая, которую мы не можем пробить уже очень длительный период времени. Вот у нас буквально было в марте касание, также у нас было в ноябре, в декабре касание и было вот в конце января касание. И мы не можем просто эту трендовую линию пробить. Но я думаю, что альт-сезон, если он собирается и быть, то он будет в диапазоне, когда биток будет стоить выше, чем 120 тысяч долларов. Аналогичная ситуация у нас была и в 2021 году. Вот здесь вот у нас происходил альт-сезон, когда биток пробил вот эту вот трендовую линию. Но и так же само мы видим то, что биточек наш в 2021 году сильно здесь вот пролили. Здесь была полная паника на крипторынке, я помню. Как раз в этом моменте я уже был на крипторынке. Также у нас есть внизу трендовая линия, и мы можем, конечно же, откорректироваться вплоть до этой трендовой линии. И здесь будет закрытие того самого гэпа, который вот здесь вот был сформирован. Также, что касательно эфириума. Эфириум вообще показывает слабость на данный момент. Буквально сегодня вот у нас все это дело пролили. Ну, здесь у нас формировали, можно так сказать, медвежий флаг. Вот он был сформирован. И сделали пролив. Аналогичная ситуация была у нас и здесь. Вот медвежий флаг. И сформировали пролив. Что касательно глобально по поводу эфириума, то мы на данный момент находимся в нисходящем клине. И может быть такое, что здесь у нас будет выход вверх по эфириуму. Эфириум наберет силу. Будем на это надеяться. Также аналогичная ситуация эфир относительно биткоина. И здесь у нас тоже формирует медвежий флаг. Мы можем увидеть, что эфириум относительно биткоина тоже формирует медвежий флаг. Вот мы его можем даже подкорректировать. И здесь есть вероятность то, что мы здесь можем сделать тоже пролив. Так что нужно быть очень внимательным, конечно же. Но это рынок обмана. И зачастую на обмане могут развернуть эфириум относительно битка. Как это было, например, с биткоином осенью 2023 года. Ситуация не очень хорошая. И на рынке, конечно же, сейчас на данный момент творится паника. Мы можем увидеть то, что по истории на эфириуме неоднократно формировали медвежий флаг и дальше был пролив. Аналогичная ситуация. Медвежий флаг, пролив. Так что, друзья, набираемся терпения, посмотрим, что у нас будет дальше. Ну, для того, чтобы увидеть альт-сезон, нам нужно, конечно же, чтобы биток вышел с вот этого вот зажатого треугольника в верхнюю часть, сюда диапазон выше, чем 100 тысяч долларов, и только там мы сможем увидеть альт-сезон. А пока что нужно набраться терпения, потому как мы находимся у ключевой, можно сказать, точки по геополитике, и где-то в начале весны должна быть полная развязка с войной, и я думаю, что это будет ключевой момент для того, чтобы развернуть рынок. Но не исключаем, конечно же, коррекцию. И здесь немножко напряженная ситуация. У нас даже этот гэп видно на метрике Stock to Flow, что мы вот здесь были, буквально улетели моментально с 75 на 90 просто моментом пролетели это все дело, и здесь была огромная дыра. Огромная дыра у нас была буквально в 2021 году, вот здесь вот тоже. Вот у нас буквально дыра, и потом пришли мы ее перекрыли. Но тут была иная ситуация. Вместе с ростом биткоина у нас росли и альткоины. А сейчас у нас на данный момент иная ситуация. Альткоины просто испепеляются. Посмотрим. Ключевой момент у нас будет буквально... Здесь будет полная развязка событий. Я думаю, что ближе к середине марта по поводу доминации битка. Конечно, они это все дело затягивают, уже немножко надоедает постоянно смотреть на красный портфель. Ну, что поделаешь, нужно набраться терпения. Набираемся терпения. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.